Почему миллион людей до сих пор отказываются верить в смерть Майкла Джексона? Ответ скрыт под крышкой золотого гроба. Крышкой, которую на его публичном прощании так никто и не открыл. Мир видел семью, мир видел слезы фанатов. Но зрители не увидели главного – тело короля поп-музыки. За несколько часов до смерти Майкл Джексон улыбается, танцует и буквально рвет сцену. На репетиции он выглядит идеально, он смеется, оттачивает движение с массовкой и выдает мощнейшую энергетику на финальной песне. Король готовится вернуться. И тут наступает момент, камеры выключаются. И вот тогда мы можем увидеть настоящего Майкла. В зале жара плюс 30, а Майкл кутается в толстые пледы. Он весит всего 60 килограммов и забывает слова песен, которые сам же и написал. На вид это пожилой уставший человек, которому невероятно плохо. Тогда почему он не сбежал, почему не сорвал тур, не закрыл двери, не сказал всем «Я больше не могу». 50 миллионов долларов. Это долг, который висит на Майкле Джексоне. Его империя была уничтожена таблоидами и судами. Единственный шанс не потерять все. Тур This Is It. Но промоутеры не видели в Майкле уставшего человека и поставили условия. 50 концертов для человека, который весит 60 килограмм. Это не возвращение, это смерть в прямом эфире. Майкл мог объявить о банкротстве, но не сделал этого. Он до паранойи боялся, что из-за долгов система отберет у него самое ценное – его 3 детей. Ради них он был обязан выйти на сцену. Ради них он должен был снова взойти на трон. Ради них он был готов на все. И тут щелчок. Ты самый известный артист на планете. Тебя знают в каждой стране. Твои движения копируют миллионы. А потом наступает ночь. И все это не помогает. Ни деньги, ни слава, ни статус короля. Ты просто лежишь и не можешь уснуть. И чем ближе были концерты, тем страшнее становилась эта проблема. Мир не хотел видеть уставшего человека на сцене. Мир хотел увидеть чудо. И Майкл нашел решение. Знакомьтесь, Конрад Мюррей, человек, который убил Майкла Джексона. Или не убил. 2013 год. Мюррей выходит на свободу после приговора за смерть самого известного человека на Земле. Суд приговорил его всего на 4 года, но отсидел он лишь 2. А далее случается новый поворот событий. $600 000. Именно эту сумму, по слухам, врач вносит одним платежом, чтобы закрыть старые долги по алиментам перед своими 6 бывшими любовницами. До встречи с Майклом Мюррей был на самом дне разоренной клиники суды и огромные долги. Но сегодня миллионы фанатов уверены, эти 600 000 не просто деньги. После репетиции Майкл возвращается домой. Двери его спальни закрываются. Майкл в панике. Из-за дикого стресса он не может отключить мозг. А завтра снова репетиция. В 1:30 ночи Мюррей дает ему валиум. Сна нет. В 2 часа ночи в ход идет лоразепам. Эффекта почти 0. Потом будут новые препараты, новые попытки. И все тот же результат. Майкл все еще не спит. Он умоляет дать ему молоко. Так Майкл называл пропофол. Это мощный хирургический наркоз, который в больницах дают под контролем аппаратов и врачей. Мюррей сдается. И он вводит Майклу 25 миллиграммов пропофола. И Майкл наконец закрывает глаза. Пока Майкл лежал под наркозом, его врач решал свои дела по телефону. В 11:51 Мюррей замечает: Майкл не дышит, но Мюррей не звонит в 911. Он зовет охранника. И когда тот вбегает в спальню, он видит: Майкл лежит на кровати, а Мюррей пытается делать массаж сердца одной рукой и на мягкой поверхности. А далее абсурд не заканчивается, ведь Мюррей произносит фразу «собирай флаконы». Личный лечащий врач Майкла Джексона приказывает уничтожать улики. Поставь лайк и подпишись, если тебе интересно темное закулисье известных людей. Новость разлетается по планете быстрее света. Интернет не выдерживает. Твиттер сломался, Википедия зависла от миллионов запросов в секунду. Весь мир рыдает. Но как только первые слезы высыхают, на смену скорби приходит паранойя. Слишком много деталей не сходится. Фанаты начинают собирать пазл, и всплывают факты, от которых мурашки по коже. Факт первый. То самое фото из скорой помощи. Фанаты увеличивают снимок и замирают. Форма ушей, линия челюсти, рост волос. Все это не совпадает с лицом Майкла. Неужели в машине лежал неизлечимо больной двойник? Факт второй. После смерти Майкла финансовая катастрофа вдруг превращается в золотую машину, а посмертные продажи и сделки начинают приносить его наследию огромные деньги. И самое жуткое. Шоу Ларри Кинга. В студию приходит человек с тяжелыми ожогами лица по имени Дэйв. Но когда он начинает говорить, его голос, интонация, жесты, микровыражения. Неужели король в идеальном гриме сидел в прямом эфире и хладнокровно комментировал собственную смерть? Веришь ли ты в то, что Майкл Джексон все еще жив?
напиши в комментариях, но как бы там ни было, это всего лишь безумные теории. Майкл Джексон ушел, и мир слишком долго пытался сделать из него монстра. Он отдал зрителям всего себя, и это цена гениальности.